фильтр поменять. Раньше я использовал вот такую вот пропитку. Она, ну, такая густая, короче. Сейчас начал использовать вот такую. Вот это мне понравилось больше, чем она мне больше понравилась. Она жидкая. Сначала взял, думал, херня. Потом начал их сравнивать. Ну, в общем, как я вообще фильтр пропитываю? Я вот его в пакетик ложу, наливаю туда, короче, пропитку и начинаешь его там жамкать, жамкаешь. Она тут пропитается, тут. Короче, она густая. Его льешь. В итоге потом, когда фильтр все пропитается, его туда ставишь, постепенно потом с него начинает, короче, бежать. Лишнего много. Вот это она жидкая, ее налил, он хоп, весь, короче, пропитался, и все. Потом отсюда, видимо, растворители испаряются, и она становится густая. И я специально наливал в баночки, и, короче, она, ну, когда растворитель испаряется, она даже более вязкая, по-моему, чем вот это вот. Мне хватило на 2 года вот этой бутылки. Но я какие у меня эти клипсы тут. Хрен стегнешь. Что-то я на нем, сколько, наверное, часов. Ну, что-то немного, часов 10 я, короче, на нем проехал. На вот этом фильтре. И как бы такой. Это плюс еще я сколько-то, наверное, часа 4 проехал. У меня еще была вот эта шапочка здесь. Я обычно одеваю шапочку, езжу часа 4-5, потом шапочку снимаю. Что-то в этот раз сильно загрязнился. Блин, брал у меня до этого в можаевских стеклянных бутылках был растворитель. Всегда вот при замене фильтра обязательно на посадочное место чистить. Ну и следить нужно. Я всегда вот туда заглядываю, чтобы там, ну, карбюратор был все идеально чистенький. Я, короче, как-то было. Я ладно тогда вовремя заметил. То ли, ну не на этом мотоцикле, на другом было, на ЦРФ было, на 450-ке. Короче, я фильтр поставил, все. То ли он сел как-то неровно, то ли что. Я немного поездил и полез. Фильтр что-то снял, заглядываю, а у меня в карбюраторе пыль. То есть подсасывало где-то мимо фильтра. Вот такие дела. Это у меня фильтр этот Хилтон, по-моему. Точно не помню, что-то я.
На камеру будет видно, нет? Эта смазка уже вот это вот Моторекс. Нормальная смазка. Но она как и та нормальная, вязкость у нее вполне все хорошая. Только вот с пропиткой, короче, проблема. Ну и получается у нее там расход побольше. Потому что ее льешь больше. Это у меня простой. По идее, 2 пары перчаток надо, пока меняешь. Вот так. С фильтрами нужно быть особо аккуратным, потому что фильтр — это наиважнейшая часть. Можно поршневую укатать просто за один выезд. Поэтому как бы здесь экономить или там, когда он загрязнился, что типа там, а еще походит, тут не проканывает такая тема. Как бы не знаю, кто как делает, я вот так вот делаю. Но вот эту резинку, ее не внутрь, а чтобы она была вот по самой кромочке, по наружу. Вот так. Вместе прилегания фильтра, чтобы она не попала сюда. Чтобы там, не дай бог, каких-то щелей были. Вот так вот по кромочке. Раз. Шапочку эту. Ну и все. И его на место. Вот и все. Проверяем, прижимаем, чтобы он наверняка сидел на месте. Вот. Потом, когда уже фильтр на месте, можно, конечно, ее и поправить. Идет
запарился. Вот такой наборчик себе за 600 рублей взял. Они, по-моему, материнки делают, видеокарты делают, вот эта фирма. Так, ничего, такой наборчик. Типа отверточка. Но его мне надо дополнить. Я хочу, чтобы этот набор был у меня конкретно под КТМ. То есть торксы все вот эти вот маленькие крутить. А сюда мне нужно что-то убрать и добавить звездочек. Я на Алишке смотрел, там тоже что-то, по-моему, рублей 600. Вот это вот только штука и по-моему, 5 звездочек. А здесь весь вот этот набор 600 рублей. Мицеллер у меня, ну я в этом году совсем мало наездил. Мицеллер у меня почти износился. Весь что-то вот порезано тоже. Резина так-то хорошая, но допустим, если где трава мокрая, у нее держака практически нету. Моментально изнашивается.